Добрый день. Здравствуйте, это Песков. Как меня слышно? Добрый день, хорошо слышно. Отлично. 24 августа, понедельник, начинаем очередную рабочую неделю. Вы знаете, что и выходные у президента тоже были рабочими. График главы государства продолжался, были важные мероприятия, важные интервью. Вы имели возможность ознакомиться с этим. Президент продолжает работать в Кремле. У него идут рутинные встречи и совещания. И также он имеет в виду еще, собственно, в ближайшие часы принять в Кремле находящегося с рабочим визитом в Москве министра иностранных дел Индии господина Джайшанкара. Индия – наш особый привилегированный партнер. Уже состоялась встреча господина Джайшанкара с председателем межправкомиссии с российской стороны, первым вице-премьером Мантуровым. Предстоят также переговоры с министром иностранных дел Лавровым. Ну и сегодня также будет встреча с президентом России. Повестка дня, разумеется, более чем обширная. Вот что можно сказать по графику президента. Какие у вас есть вопросы? Телеканал «Звезда», «Звезда Ньюс», можно? Пожалуйста. Да, спасибо огромное. Дмитрий Сергеевич, вот премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван был бы доволен, если бы его исключили из ОДКБ, а также вот сообщил, что о своем намерении в ближайшее время начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюз. Хотели бы узнать, как Кремль оценивает эти заявления и возможные последствия для отношений России и Армении, а также вот для будущего ОДКБ. Честно говоря, я затрудняюсь в понимании того, что значит «был бы доволен, если бы его исключили». Если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, то он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали. Что касается заявки на членство в ЕС, я здесь все время рекомендую все-таки вспомнить опыт Турции, опыт целого ряда других стран, с момента подачи заявки которых уже прошли десятилетия, а ВОЗ и ныне там. Но здесь есть очень важный аспект, о котором говорили также наши представители, в первую очередь глава нашего государства. После подачи заявки Армения должна будет начать процесс приведения своего законодательства в самых различных областях, и торговые, и фитосанитарные, таможенные и так далее и тому подобное, в соответствии с европейскими нормами, с нормами Европейского Союза. Эти нормы не совпадают с теми нормами, которые приняты у нас и которые приняты на пространстве ЕАЭС. И вот здесь как раз мы столкнемся с глубокими противоречиями, которые в первую очередь будут вредить самой Армении. Именно поэтому, как вы помните, на последнем саммите ЕАЭС было принято заявление, в котором главы государств призвали Армению как можно скорее провести соответствующий референдум. Большое спасибо. Пожалуйста, еще. РИА Новости, позвольте? Пожалуйста. Спасибо. Сергей Мозголов, РИА Новости. Дмитрий Сергеевич, а планирует ли Путин провести отдельное совещание по ситуации в ВПК и проблемах вывоза российского зерна? Как в этой связи вы можете оценить текущее положение дел с проектом зернового хаба в Египте, о котором, в частности, президент тоже говорил в апреле? Определены ли какие-то сроки и налажено ли сотрудничество между Москвой и Каиром по этому вопросу? Я не буду говорить о коммерческих аспектах, я лишь напомню вам, что, собственно, в своем недавнем интервью президент упомянул, что он имел контакты на этот счет и с председателем правительства, и с министром сельского хозяйства Оксаной Лут, и где речь шла о поиске мер, которые позволят
минимизировать последствия тех сложностей с транспортировкой, с которыми мы сталкиваемся в силу агрессивного поведения, незаконного поведения киевского режима. Меры определены, они будут прорабатываться, и они обеспечат своевременный и в полном объеме вывоз того зерна, которое предназначено на экспорт. Об этом говорил президент Путин. Еще? Спасибо вам большое. Есть ли еще вопросы? Дмитрий Сергеевич, агентство Рейтер, позволите? Да, пожалуйста. Спасибо вам большое. Как бы вы могли прокомментировать начало ударов по складам «Озон»? Планируется ли в этом контексте обсуждать меры поддержки уже для «Озона», а не только для Wildberries? И каким может быть возможный ответ России на эти действия Украины? В этом контексте хочу опять вернуть вас к субботнему интервью президента Путина. Там было четко сказано, что Украина пытается наносить удары по коммерческой торговой инфраструктуре, преследуя тем самым самые различные планы. У киевского режима это не получается. Главное, что это не позволяет киевскому режиму хоть как-то повлиять на ту динамику, которую все наблюдают на фронтах. Что касается ударов, то они лишний раз подчеркивают сущность киевского режима. И здесь главное, конечно, необходимо напомнить слова президента, что вы сами открыли ящик Пандоры, теперь получаете ответ. Ответы в Киеве ощущают каждый день, каждую ночь и будут ощущать это дальше. Да, что я прошу прощения, добавлю, что касается мер поддержки, вы видели, что безусловно, правительство самым внимательным образом отслеживает эту ситуацию. В правительстве продумываются и разрабатываются вместе с представителями бизнеса разные варианты оказания поддержки в такой непростой ситуации. Еще? Sky News, можно? Давайте. Спасибо. Sky News, Матякина Екатерина. Британский премьер Энди Бернам приехал в Киев сегодня. Он планирует объявить о согласии своего правительства разрешить рассекретить информацию о британских компонентах для ракет большой дальности «Скальп». Как в Кремле относятся к данным планам? Крайне негативно. Британия участвует в этой войне на стороне киевского режима. Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. Наши вооруженные силы проводят соответствующую работу, получают соответствующие данные с тем, чтобы выяснять места производства таких ракет, места производства другого военного оборудования и принимает меры для уничтожения этих точек. Еще? Спасибо. Давайте тогда завершать на сегодня. Давайте в 12 часов 5 минут эмбарго, 12:05. Всем большое спасибо, хорошего дня и хорошей рабочей недели. Счастливо.